Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на Судостроительной улице в районе станции метро Коломенская. Выходить мы будем на проспект Андропова, и вот так вот он выглядит. Ну и движение наше будет в сторону реки Москва. Мы будем двигаться по проспекту Андропова вдоль замоскворецкой линии метрополитена. На карте она обозначена зеленым цветом. И если у нас позади станция метро Коломенская, где мы поворачивали, то впереди, где высотное здание по левую руку, это станция метро Технопарк, которая расположена на той же замоскворецкой линии, и выходы у нее на улице. Не так давно она появилась. С левой стороны, там где высотное здание, мы с вами записывали сюжет, и я его приложу. В правом верхнем углу есть ссылка, и вы найдете то, что окружает это место с левой стороны в этом сюжете. Ну а с правой стороны внизу у нас проходит Нагатинская набережная, река Москва и Нагатинское спрямление. В этом сюжете мы с вами проедем вдоль острова Мечты, о котором вы уже многое слышали, и сделаем такую небольшую петельку, которая помогает уже на сегодняшний момент автомобилистам обойти проспект Андропова, может быть даже пробку в районе съезда на третье транспортное кольцо. И вот здесь вы видите много современных строений, многое строится. Это все связано с зоной тематический остров Мечты. И вот здесь по указателям, которые вы видели, а именно прямо у нас улица Трофимова, третье кольцо, Нагатинский парк и Южный речной вокзал, куда мы с вами повернули. Значит, перед вами остров Мечты. Значит, что такое остров Мечты? Это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Вы просили сделать некоторые сюжеты из этого прекрасного места. Мы это сделаем, но как только потеплеет, появятся листики, и многое добавится. Напомню, что многие уже побежали делать сюжеты, но, на мой взгляд, еще рано, потому что парк только открылся, многое еще не открыто, постоянно добавляется что-то новое. Вы видите рабочие, которые наводят порядок вокруг, также в ландшафтных дизайнах. Кстати, с этой стороны у нас южный ландшафтный парк, ну а с противоположной стороны, относительно самого центрального здания, у нас будет северный ландшафтный парк. Поэтому с потеплением мы с вами обязательно сюда вернемся и сделаем ряд сюжетов, которые до сих пор никто почему-то не сделал. Ну и расскажем о том, что находится на территории, что ранее было, ну и так далее. Вот здесь с правой стороны появился Южный речной вокзал, его ранее не было, и здесь вскоре откроется речное движение из центра. А на эту тему мы сделаем отдельный репортаж. Ну а виды этого прекрасного крытого тематического парка с противоположной стороны относительно центрального входа вот такие. Значит, идем мы с вами по новой дороге, которая огибает это прекрасное место, в сторону Кожуховского нового моста. Ну и вот такие виды с противоположной стороны. Вы видите много рабочих в оранжевых жилетах. Также стоит строительная техника, которая доделывает некоторые моменты. Ну и в скором времени будет в законченном виде как и сама территория, так и внутри. И, конечно же, мы сделаем дополнительные сюжеты. Мы добрались с вами до Кожуховского моста нового. Обратите внимание, сколько стоит камер. Вопросы безопасности здесь на высоком уровне, и совершенно правильно. Много детей, много гостей и так далее. С правой стороны от нашего движения Кожуховский затон и виды Москвы. Обратите внимание, сколько появилось новых высоких зданий, строений. Ну а с левой стороны у нас бухта Кожуховская. И вот такие дома, которые были построены в 2000-х годах, также крытые стоянки, ну и, конечно же, шикарнейшие виды. Значит, мы с вами, сойдя с Кожуховского моста
войдем в Южно-Портовый проезд. Вот как раз он у нас появился. Напомню, что перехлёст разных строений, офисных зданий, возведенные в разное время, что-то советское. Ранее здесь были промышленные какие-то зоны, но, судя по названиям, которые здесь есть, поперек проходит у нас второй Южно-Портовый проезд, потом мы с вами выйдем просто на Южно-Портовую улицу. Все это напрашивается к тому, чтобы здесь был Южный речной вокзал, ну и, конечно же, речное сообщение, которое у нас вскоре зафункционирует на полную и будет доставлять сюда пассажиров как от Москва-Сити, от центра и так далее. Ранее оно было немножко ограничено, но в ближайшее время как раз эти вопросы наладятся в связи с открытием острова мечты, и у нас будет возможность записать с вами отдельно на эту тему с отдельными видами и так далее. Ну и добрались мы как раз до Южно-Портовой улицы, на которую будем выходить. Ну а с левой стороны есть такое что-то промышленное, что-то еще, какие-то отголоски 90-х годов, 2000-х. Это самый известный автомобильный рынок, который существовал долгое время, и по сей день он существует. Значит, здесь продают и автомобили, и автозапчасти. Это как раз то, что находится в южно-портовых, так сказать, владениях. Автомобильная тематика здесь была очень сильно развита, и все в округе промышленные зоны, гаражи и так далее были вечно забиты всякой автомобильной утварью. Итак, мы с вами движемся в сторону третьего транспортного кольца. У нас с вами Южно-Портовая улица. Параллельно у нас проходит Угрешская. Многое изменилось, многое добавилось. Вы видите по левую руку высокие жилые строения. Возможно, кто-то их уже видел, кто-то еще нет. Постоянно люди оставляют комментарии, многое смотрят. Напомню, что смотрят более в 60 странах. Наши соотечественники, которые когда-то бывали здесь, видели что-то, в памяти у них осталось, и очень сильно удивляются тому, что Москва меняется уже не по годам, а по часам. И обратите внимание, с левой стороны у нас закрытые гаражные комплексы. Вот так они выглядят, немножко старых строений сталинских, ну и вперехлёст с новыми высокими домами современными, жилыми секторами. На горизонте вы видите, стоят башенные краны, возводят дома жилые. Впереди появились новые высотки, мы к ним подберемся поближе. И так мы с вами сделали такую петельку, обошли фактически проспект Андропова на выходе третьего транспортного кольца, прошли сквозь эстакаду, которая выходила у нас на улицу Трофимова, и вышли здесь в сторону Волгоградского проспекта. Мы с вами движемся на третье транспортное кольцо. Значит, в округе нас будут окружать как старые дома, производственные объединения, всякие офисы и жилые сектора. Обратите внимание, что в каждом районе что-то возводится. Ну а мы с вами немножко вспомним, рассматривая эти виды, что у нас будет окружать. Метро Угрешская, здесь ряд разных пешеходов, развязок сложных. И, конечно же, параллельно от нашего движения проходит МЦК, это Московское центральное кольцо, железнодорожное сообщение. Сейчас мы тоже на эту тему затронем немножечко. Ну а что касается третьего транспортного кольца, есть на канале ряд сюжетов, которые этому посвящен. Как раз МЦК поезд идет. Обратите внимание, что они тоже современные. Так они выглядят. Обновлен весь парк, который движется по кольцу. Ну а у нас с вами будет
сейчас небольшое сужение, и далее мы будем поворачивать на Нижегородскую эстакаду и двигаться в сторону Лефортовского тоннеля. Ну, напомню, что же у нас на самом деле такое третье транспортное кольцо. В простонародье оно называется как ТТК. Ранее это кольцо называлось как кольцо Б. То есть это у нас автомобильная дорога, является основной в городе. Она у нас одна из 3 кольцевых магистралей в Москве. И наряду с Садовым кольцом Московской кольцевой автомобильной дороги вот, дублирует движение по кругу. Также у нас есть еще бульварное кольцо, оно, правда, не замкнуто по кругу, но тем не менее тоже дает возможность пробраться сквозь основные улицы, немножко разгружает их, является таким же дублером. Значит, общая протяженность третьего транспортного кольца составляет чуть более 35 километров. Обратите внимание, что мы движемся, отсюда доступны разные виды, но обратите внимание на высоту нашего движения, то есть вот рядом стоящие здания говорят о том, что мы с вами возвышаемся. Почему? Потому что вот из 35 километров с небольшим, да, из них около 19 километров, больше половины, да, это как раз эстакады. Мы постоянно возвышаемся, под нами проходят разные трассы, есть какие-то дорожные службы. Вот видно по соседним домам, что мы где-то на уровне середины дома проходим. Это как раз из-за того, что мы движемся по эстакаде. Из 35 тех же километров 5 являются туннелями. В 2 мы туннелях пройдем с вами впереди, они нам будут доступны. Ну а ширина автодороги на основных участках составляет менее 8 полос. Также есть и, конечно же, сужение до 6 полос. Мы как раз проехали одно из таких. Это между Нижегородской улицей и Волгоградским проспектом. Ну и также есть, например, вблизи Москва-Сити. У нас тоже с вами были сюжеты, на канале их можно найти. Ну, на третьем транспортном кольце находится 17 транспортных развязок. Наземные пешеходные переходы и пересечения с другими дорогами на одном уровне, естественно, отсутствуют. Поэтому это позволяет обеспечить непрерывное скоростное движение на различных скоростных показателях. Обратите внимание, появляются новые строения. Также на горизонте мы видим, что все строится, возвышается. Москва растет не только вширь, но и вверх, как и в жилом секторе, так и в офисных зданиях, какие-то центры. Вот вы видите, что продолжается все строить и строить, расстраиваться. Ну и у нас Лефортовский туннель, мы в него входим. То есть это у нас автомобильный туннель, один из, который является частью, естественно, третьего транспортного кольца. Он самый большой. Длина его составляет чуть более 3 километров. Проходит он, внимание, под рекой Яуза, это очень важно. То есть это непростое сооружение. Также он находится под Лефортовским парком. Туннель имеет 3 полосы движения в северном направлении. Это внешняя сторона третьего транспортного кольца, по которой мы с вами и движемся. И 4 в противоположном, в южном. Это внутренняя сторона третьего транспортного кольца. Это относительно нашего движения по левую руку за фактически вот стеной. Значит, ширина одной полосы почти 3,5 метра, ну а крайняя левая, в которой мы с вами движемся, полоса чуть-чуть поуже. Она где-то незначительно, всего лишь на 32 сантиметра. Вот. Но это никаким образом не мешает двигаться на постоянной скорости. В туннелях разрешенная скорость 60 км в час. Ну и туннель состоит из некоторых ниток, одна из которых залегает на глубину около 30 метров и имеет, как я уже ранее сказал, чуть более 3 километров для движения в одном направлении. Ну а другая, соответственно, противоположная, является комбинацией туннеля и эстакады.
В туннеле есть различные системы, такие как вентиляция, дополнительное освещение, аварийное освещение, водоудаление, разные замеры уровня загазованности, системы пожарной безопасности, дымоудаления. В общем, целый комплекс. Помимо этого всего есть и системы видеонаблюдения, а также связи, ну, плюс аварийные выходы, ну и так далее. А управлением разными инженерными коммуникациями занимается огромная команда. Она осуществляется в центральном диспетчерском пункте. Ну, также благодаря разным системам видеонаблюдения дистанционно за этим смотрят соответствующие службы. Есть при въезде различные знаки, которые оповещают, предупреждают, что кто-то либо попал в дорожно-транспортное происшествие, либо ведутся какие-то работы. Поэтому для удобства участников движения дорожного эти все знаки предупреждают, что такие просветы сделаны они для того, чтобы при выезде не ослеплять водителей, чтобы они не попадали в дорожно-транспортные происшествия. Ну и вот продолжение третьего транспортного кольца, о котором я чуть ранее рассказывал, то есть которое состоит в большинстве случаев из эстакады. Вот вы видите, мы снова из туннеля вышли как раз снова на подъем, на очередную эстакаду. Значит, само третье транспортное кольцо 4 раза пересекает реку Москву. В южной части она проходит параллельно Малому кольцу Московской железной дороги, мы ее как раз с вами видели. Включает в себя 4 тоннеля Лефортовский, которые мы проехали, с противоположной стороны Кутузовский, Шереметьевский, который мы увидим, и Гагаринский. Ну и, конечно же, большая часть третьего транспортного кольца была построена в 90-х и в начале 2000-х годов. В кольце были задействованы городские разные улицы, такие как Беговая, Нижняя Масловка, Сущевский вал, ну и другие. Сущевский вал мы с вами увидим. Отдельные участки дороги в районе нашего вот съезда в начале сюжета. Это был Автозаводский мост, он был еще построен так же, как и другие в советское время. Ну и впоследствии реконструированы были и впоследствии стали как объекты третьего транспортного кольца. Также развязка на Шереметьевской улице в районе Марьиной рощи. Ну, развязка, например, с Ленинградским проспектом. Ну и полностью они были открыты для движения где-то в конце 2005 года. Ну, в общем, проект кольца предполагал движение общественного транспорта на большей части его длины. Собственно говоря, это и происходит. На некоторых участках были построены остановочные карманы, ну, для того, чтобы человек, попав в какую-то неприятную ситуацию, мог дождаться служб соответствующих, ну и разные подземные пешеходные переходы. Вот так вот выглядят виды на Москву. Опять же таки, вы видите, большое количество строительной техники возводится. Здесь у нас готовят поезда к дальнему следованию. Такой ремонтно-обслуживающий, скажем, тупичок для того, чтобы можно было подготовить поезда к дальней поездке. Ну и вот они, виды съезда с одной эстакады на другую. Сбоку вы видите, с правой стороны у нас именитое место, где продают много разных цветов. Сюда приезжают практически со всей Москвы люди для того, чтобы купить в звездные дни соответствующие букеты. Рижский вокзал с правой стороны. Ну и опять эстакада за эстакадой, по которой мы с вами движемся. Значит, ну и Московское центральное кольцо МЦК — это у нас маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве.
Частично она интегрирована с метрополитеном, то есть это вот те вагончики, которые вы видели. Ну и по системе оплаты они объединены с подземкой. Есть разные пересадочные узлы, представляет где-то, ну, как общую городскую систему движения электропоездов. Для пассажирского транспорта люди активно пользуются, помогает, она очень сильно разгружает. Ну и это, собственно говоря, не только происходит в городских службах, в городском транспорте, я хотел сказать. То есть хордовые сообщения существуют и в автомобильных развязках, которые помогают разгружать и без того нагруженные направления разные в разных районах. И вот благодаря такой системе пассажирского транспорта или городского транспорта основные улицы все-таки потихонечку разгружаются, становятся свободными. Но это не говорит о том, что стало намного легче. Да, где-то действительно посвободнее, но все равно перегрузы существуют. Даже такого количества полос иногда не хватает. Мне часто говорят о том, что ты выбираешь какие-то пути странные, где нет машин, такого нет и так далее. Но спешу вас успокоить, все это есть. Вот день прибавляется. Да, кстати говоря, люди просят сообщать о том, в какое время я перемещаюсь по городу. В настоящий момент у нас 10:30. Город потихонечку просыпается. Ну, не в том плане, что люди спят до этого времени, а те машины, которые находятся где-то в регионах, либо в каких-то отдаленных районах как самого города, так и за его пределами, например, Новой Москвы, либо соседних подмосковных городков. Пока машины доходят до центра, вот они как-то объединяются, добавляются и такси, люди начинают перемещение свои либо на работу, либо шоп-магазины какие-то, либо еще какие-то вынужденные поездки. Добавляется каршеринг, транзитные машины грузовые, и вот уплотняются потоки, и потихонечку приводят вот к таким уплотнениям, которые потом, возможно, перерастут в какие-то пробки. Но получается так, что есть места в разных вот узлах, где сходятся потоки. Вот здесь, например, площадь Савеловского вокзала, с правой стороны Савеловский. И вот как от самого вокзала, так и из Дмитровского шоссе уходят разные потоки. И они объединяются вот с выходами и выездами как с дворовых, придворовых домов, так и с основных улиц. И вот такое уплотнение, оно все-таки существует. Естественно, в час пик это все приводит к какому-то затору, но благодаря сегодняшним новым подходам, таким как вот дополнительные хордовые сообщения, дополнительные дороги, дополнительные развязки, эстакады, то вот это вот уплотнение, вот обратите внимание, даже здесь оно вроде как почувствовалось, можно подумать, что мы попали в пробку. Но вот благодаря скопу такого количества транспорта вы видите, что здесь и такси, и каршеринг, и обычные семейные машины, и транспортные, и логистические всякие, и грузовые, вот впереди медицинские по перевозу там определенных вещей. Новый город вот все-таки закупает, пополняет транспорт. И вот они здесь вроде как все сошлись, какой-то заторчик образовался. Конечно же, в час пик он немножко вырастет. Ну а потом вот смотрите, свободнее, вроде как рассеиваются. Почему? Потому что есть альтернатива у водителей уйти там на какую-то параллельную дорогу, увидев в навигаторе какое-то уплотнение, либо вот большое количество улиц позволяет делать какие-то дублеры, какие-то сквозные проезды и так далее. Поэтому всему свое время. В определенные часы можно и действительно постоять, в другое время проехать, ну и также выбирать какие-то объездные пути, вот как я сейчас это делаю. То есть я не ухожу на третье транспортное кольцо, которое ушло по левую руку, а ухожу на параллельные улицы, которые мне нужны, по которым я могу уйти либо направо,
Дмитровскому шоссе, либо налево к Ленинградке, например. Ну и с этой секунды я закончу свой очередной сюжет. Говорю вам свое традиционное «ну а пока». Пока и жду вас в следующих сюжетах.